Привет! Хочу продолжать, скажем так, торговлю. После последней торговой сессии, где у меня случилась сильная просадка, у меня на несколько дней пропало желание вообще открывать графики, как-то торговать, потому что просадка была довольно-таки сильная, и, скажем так, вернулся я к тем значениям, с которых начинал. Вернулся я к балансу там около $1000. С такого баланса я начинал недели 3 назад. И, скажем так, весь профит, тот, который заработал я за 3 недели, потерял, но кроме той части, которую я выводил раз в неделю, скажем так, в конце недели. И, если честно, даже в моменте я уже морально отдохнул, хотел садиться снова смотреть графики, но потом просто приходило осознание того, что сейчас начну заново со стандартными рисками. Перед этим мне, скажем так, к прошлым результатам пришлось идти 3 недели, и сейчас все заново, потому что я просто один день затупил, там начал торговать на эмоциях и не смог вовремя остановиться. Точнее, я хоть остановился, но уже, скажем так, все равно поздновато. И потерял большую часть профита. Знал, что все это мне придется возвращать плавненько, постепенно, но тогда даже просто не хотелось открывать терминал и продолжать садиться торговать. Отдохнул я еще денек, и вот сейчас буду заново с новыми силами садиться и продолжать торговлю. Для себя я сделал определенные, скажем так, выводы, думал, возможно, менять какие-то риски, еще что-то, но я понял, что проблемы не с этим. Проблемы, скажем так, более глубокие, там проблемы у меня в голове. Поэтому нужно будет чуть-чуть с этим более подробно разобраться. И просто сейчас хочу взять и просто продолжать торговлю с такими же рисками, так же, как у меня все перед этим было. 1,5% на сделку, 5% риск на торговую сессию. Плавненько, постепенно, просто дальше постараться зарабатывать. И, кстати, вспомнил, почему у меня, как мне показалось, у меня была одна из ошибок, из-за которой я повысил свои шансы на вот такую эмоциональную торговлю, на которой я слил часть депозита. Мне показалось, что эта проблема, это у меня 5% риск на торговлю, ну типа если я опускаю на 5% депозита на торговой сессии, я прекращаю торговать и ухожу. Но я знал вот эту цифру 5%, но я не знал цифру, сколько это в долларах. Точнее, если, например, если круглая цифра, например, $1000, то это я понимаю, минус $50, там 950, я останавливаю торговлю, иду. Но у меня там уже было 1180, сколько-то там, и я просто не знал вот эту цифру, сколько на данный момент 5% для меня остановка. И я как-то иногда ее просчитывал, а иногда просто такой, 5% это примерно плюс-минус там $50-60. И в какой-то момент я такой, вроде не достиг, вроде достиг и продолжал торговать, хотя по факту эти 5% уже было достигнуто, просадка. И поэтому, чтобы такого больше не случилось, я уже буду прям четко знать перед каждой торговой сессией, знать вот эту цифру и точно знать, когда мне нужно остановиться и прекратить торговлю. Другой вопрос, хватит ли у меня сил или будут какие-то вот такие внеплановые. Но в большинстве случаев, когда достигаю, это просто есть такие уже исключения. Да, не могу остановиться, но в большинстве случаев достигается лимитная просадка и просто перестаю торговать. Ладно, мне хотелось просто немножечко высказаться, потому что это как бы выкладываю все сделки, абсолютно все, которые торгую, на канал, и хочется как-то высказать свое мнение, что по этому поводу я думаю, чувствую, и чтобы оно все было здесь. А так продолжаю я, как я сказал, с риска. Риск у меня на сделку 1,5%, 5%, то есть 50 сейчас долларов на одну торговую сессию. И буду искать какие-то интересные ситуации. Открыл первую сделку. Мы видим, что монетка у нас в лонговом движении. И в какой-то момент мы подошли к уровню поддержки, от которого мы очень быстренько откупились, показали, что у нас сила покупателя до сих пор есть. Также у трейдеров есть возможность заходить по тренду и ставить, скажем так, короткие стоп-лоссы там в 1% какой-то за ближайший минимум и потенциально брать неплохое соотношение по тренду.
Поэтому я открывал здесь шортовую сделку и хочу взять какой-то импульсный вниз на сбор стопов, на обновление вот этих вот минимумов. Okay, let's go. К сожалению, мы словили импульс вверх, и сделка у нас закрылась по стоп-лоссу. Но в любом случае, мне показалось, что сделка была хорошая, и мы спокойно могли сходить вот сюда, обновить вот эти минимумы. Открыл вторую сделку, но тут нужно было чуть-чуть подальше поставить стоп-лосс. Вполне возможно, что сейчас еще один разочек здесь можно будет перезайти. Потому что эта сделка у нас, да, быстренько закрылась, первая в минус. Перезашел, но здесь уже поставил стоп-лосс нормальный, потому что первый раз я немножко не проверил волатильность монетки, а она довольно-таки большая. И заходил первый раз я с маленьким стопом. В этот раз зашел уже с нормальным, и постараюсь я здесь взять какое-то движение вниз. Мы видим, что у нас есть определенный уровень вот на этом значении, в который мы бились не один раз, а вот сейчас мы начинаем его постепенно пробивать. Мы движемся к нему, и даже вот уже сейчас прямо его пробивают. И, как мне кажется, у нас пробитие идет довольно-таки медленно. То есть дают трейдерам возможность открывать позиции. А так как мы видим, что у нас этот уровень довольно-таки очевидный, мы его наглядно пробиваем, мне кажется, трейдеры будут по тренду открываться в лонг, ставить какой-то стоп-лосс за ближайший вот этот, например, минимум, и потенциально брать уже полноценные лонговые движения дальше вверх. Поэтому открывал я здесь шортовую сделку, и всех тех, кто торгует на пробой, на движение по тренду, попытаюсь получить свой тейк-профит на закрытие их стоп-лоссов. Подходит у нас и третья сделка к нашему стоп-лоссу. В принципе, сейчас, скорее всего, у нас закроется и эта сделка. Да. Первая торговая сессия сразу же закрылась по лимиту на убыток. Чувствую, будет нелегко.